Всем привет! Вы на канале Home Стройка. В прошлом ролике я изготовил каркас коптильни. Ссылка на изготовление вверху. Сейчас я продолжу работу и расскажу, что установил внутри и что получилось в результате. Коптильня рассчитана на горячее и холодное копчение. Копчение в ней происходит электростатическим методом. Схема работы коптильни с электростатическим копчением следующая. Сначала нужно изготовить помещение или объем, в котором будет находиться продукт для копчения. Можно и попроще в виде коробки. Нужен источник дыма или дымогенератор. От него дым идет в трубу с охлаждением для того, чтобы вместе с конденсатом удалить вредные вещества и смолу. В коптильне по краям расположены коронирующие электроды, струны или иглы. Проще всего сделать струны. Из дымогенератора дым подается в коптильню, в которой висит сам продукт на подвесах, проводящих электрический ток. К струнам подсоединен положительный полюс источника напряжения постоянного тока. При этом отмечается крайне низкая сила тока и высокое напряжение. К металлическому вешалу, на котором висит продукт, подключен отрицательный полюс источника напряжения. Коптильные вещества, находящиеся в дыму, проходя через струны, получают положительный заряд. А так как разноименные заряды притягиваются, то с большой скоростью положительно заряженные ионы направляются в сторону продукта и, в буквальном смысле, пронзают его. Таким образом, скорость копчения продукта можно увеличить в десятки раз. При этом используется источник тока высокого напряжения. Но при высоких напряжениях на практике возникают другие физические явления в виде ионного ветра, который также будет ускорять копчение, а также мы его увидим позже в экспериментах. Некоторые авторы считают, что минус нужно обязательно подключать к коронирующим электродам, а плюс к продукту, так как из школьного курса физики они помнят, что электроны двигаются от минуса к плюсу. Но это справедливо только для проводников твердых тел. Мы же имеем дело с газом, а точнее воздушно-дымовой смесью. И здесь уже работает напряженность электрического поля и так называемый ионный ветер. Направление движения заряженных частиц электрического ионного ветра будет направлено от более тонкого к более толстому электроду вне зависимости от полярности, и чем больше будет разница, тем больше будет напряженность поля и, соответственно, скорость ветра. Но все же рекомендуют подключать плюс к излучателям, а минус к продукту, лишь потому, чтобы была меньше вероятность образования озона, который в коптильне совершенно не нужен. Итак, поехали по порядку. Так как коптильня холодного и горячего копчения, в процессе изготовления я предусмотрел сразу место для вентилятора и нагревательного элемента. Вентилятор у меня сразу на 220 вольт. Вокруг него расположен тен на 1600 ватт. Лопасти вентилятора его обдувают и не дают перегреваться, а также распределяют по всему объему камеры тепло. Сразу установлю его на место, предварительно разметив и просверлив отверстие. Да, вылета оси вентилятора явно не хватает установить таким образом по разные стороны вагонки. Придется прорезать окно для вентилятора. Для этого отрисую по контуру корпус вентилятора. Легким движением руки делаем дупло. Над большой дырой сделал прямоугольное отверстие под контакты тена таким образом, чтобы древесина не касалась нагреваемой части. Теперь можно для начала установить вентилятор на площадку через термопрокладку. В таком случае мотор вентилятора будет меньше нагреваться. Надежно закручиваем. Все детали по возможности лучше всего использовать из нержавеющей стали. Вот теперь все на месте как нужно. Все крутится и вертится. Дальше установлю защитную пластину. Она же поможет вентилятору забирать воздух с центра и рассеивать в стороны. Крышу коптильной камеры сделал подымающуюся. Здесь будет располагаться основная электрическая часть и провода. Для облегчения подъема и фиксации установил газовые лифты. Крыша получилась не совсем легкая, поэтому их выбирать нужно соответствующей силы. С чем я столкнулся, и ошибки можно увидеть в прошлом ролике по изготовлению коптильни. В самом низу сделал нишу, где можно будет положить, например, опилки или крюки для хранения. Установил вот такие роскошные петли и пропитал дерево снаружи специальной пропиткой от атмосферных осадков.
Что получилось, видите сами. Просверлю отверстие для дымохода. Нельзя делать коптильню герметичной. У нее должен быть минимальный дымоход или щель. Для этого достаточно отверстия для связи с атмосферой диаметром от 1 до 3 см, чтобы в камере не создавалось давление, иначе дымогенератор может как бы захлебнуться и не давать нужного количества дыма в камеру. В моем случае диаметра 25 мм из канализационной трубы вполне достаточно. Выведу дымоход через заднюю стенку в крыше, так сказать, фронтон. Для этого буду использовать ту же канализационную трубу 25 мм и уголки. Внутри дымохода почти не видно. Дальше приступаю к изготовлению струн-излучателей. Делаю сначала рамку. Для этого буду использовать трубу из полипропилена. Эта труба легко соединяется с помощью нагрева специальным паяльником. Трубу использовал армированную стекловолокном. Армирующий слой в этом случае не проводит электрический ток, а труба меньше деформируется при нагреве. Нарезаю трубу в нужный размер. Очень важно, чтобы осталось не менее 5 см с каждой стороны от нашей изготавливаемой рамки до стенки коптильни. На самом деле, чем больше это расстояние, тем лучше и меньше будет утечка высокого напряжения. При этом учитываю уголки, которые дают дополнительное удлинение. Получилась прямоугольная рамка требуемого размера. После установки рамки у меня получилось около 6 см расстояние до стенки. При конструировании коптильни нужно помнить, что дерево, фанера и тому подобные материалы проводят электрический ток, особенно при повышении влажности. Поэтому чем больше напряжения, тем больше выдерживаем расстояние между токопроводящими материалами. Кроме того, крепить к стенкам напрямую без изоляторов излучатели, а также трубки для подвеса продуктов, вешала и другие токоведущие элементы нельзя. Иначе будет большая утечка тока и электростатического копчения не получится, а высоковольтный генератор может выйти из строя. Поэтому рамку установлю на изоляторы. С одной стороны вкручивается шпилька в дерево, а с другой пластиковый держатель для труб. Для этого дополнительно нарежу кусочки шпильки М8 и вкручу в изолятор, а на шпильку уже сам держатель труб. Вот теперь крепеж для рамки излучателей готов. Закручиваю крепежи в стенку камеры и вставляю рамку для струн. При такой конструкции рамку с излучателями можно будет легко снимать для мойки или когда она не нужна. Для того, чтобы закрепить вешало, беру 2 пластины из алюминия. Размеры их также выбраны с учетом выдержанного расстояния до стенок камеры. Делаю отверстие для изолятора. У меня осталась зубчатая рейка от привода ворот. От нее перенесу зубья на пластину. Дальше при помощи углошлифовальной машины нарезаю соответствующие зубья. Вот такая красота получилась. Изолятор к пластине будет крепиться при помощи болта из нержавеющей стали. Крюки будут вешаться на алюминиевую трубку диаметром 10 мм. Внутрь ее закручиваю болт М8 из нержавейки с шайбой. Перед этим трубку слегка сплющил. Тогда болт точно будет крепко держаться внутри. У меня идея такая. На 2 пластинах будут лежать данные трубки. Они будут фиксироваться на зубцах пластин, а шайбы не позволят соскочить. А вот на сами трубки уже будут цепляться крюки для продуктов. Далее увидите сами. Вернемся к излучателям. Через каждые 5 см снизу и сверху вкручу саморезы, которые также из нержавеющей стали. Вкручиваю не до конца, оставляя торчать полностью шляпку. Также прикручиваю контактную пластину. На ней будет соединение проволоки излучателя с токоведущим проводом. Так как у нас рамка излучателей съемная, то и провод должен легко и быстро отключаться от рамки. Поэтому сделаю разъем. Самое время натянуть между саморезами проволоку. Она и будет в качестве излучателей. Если в качестве излучателей используются иглы, их нужно делать острыми. В нашем случае используется проволока, поэтому она должна быть максимально тонкой, но при этом не порваться при мытье и обслуживании. Оптимальным вариантом будет проволока 0,5 мм из нержавеющей стали.
в случае чего ее не составит труда протереть или заменить. 2 рамки с излучателями готовы. Коптильня будет подключаться в розетку проводом нужной длины. Подключим вилку по всем правилам, предварительно обжав многопроволочную жилу в наконечнике. Внутри под крышей установлю сразу розетку для подключения нужного оборудования. На входе питания стоит для безопасности бокс для автомата. Провод, который будет питать тен и вентилятор, пойдет по задней стенке в кабель-канале. Да, их будет 2. Для раздельного питания вентилятора и тена, а также возможности отключения каждого. На концах запрессую для каждого разъем и дополнительно изолирую термоусадкой. Готово? Внутри под крышей установлю распределительную пластиковую коробку, в которой скоммутирую все нужные провода. Возле дымохода поместится генератор высокого напряжения. Он питается от блока 12 вольт, а на выходе может выдавать до 30 тысяч вольт и при этом имеет регулировку выходного напряжения. Блок питания закреплю на стяжках. Если нужно отключить высокое напряжение, я буду обрывать выключателем подачу напряжения на блок питания, который питает генератор высокого напряжения. Так более безопасно. Сами провода с высоким напряжением от генератора дополнительно изолирую силиконовыми толстыми трубками, затем завожу внутрь коптильни. Устанавливаю не менее важный элемент – терморегулятор, предварительно для которого в лицевой части фронтона вырезал отверстие. Датчик температуры от него поместил внутрь камеры. Вес этого дома получился внушительный, поэтому поставлю колеса для облегчения передвижения. Подпишу выключатели. Для этого нужно напечатать пожирнее нужный рисунок иконку. Первый метод заключается в использовании клея ПВА и воды. Приклеиваю бумажку с иконкой под выключатель. Дожидаемся, пока полностью высохнет, затем брызгаем водой бумагу. Очень осторожно снимаем слой за слоем бумагу до самой краски. Второй способ – термический. Бумагу с напечатанным рисунком приложу в нужном месте и хорошо прогрею утюгом. После остывания снимаю. Частично краска остается на поверхности. При этом рисунок переносится зеркально отраженным. Для долговечности сверху покрою прозрачным лаком. Вот результат после высыхания. Итак, что получилось? Основной кабель нужной длины для питания коптильни будет прятаться под крышей. Провода, положительный и отрицательный по отдельности, уходят внутрь через пластиковые коробки. Генератор высокого напряжения при этом легко можно снять и установить обратно на место. Высоковольтный генератор перед установкой проверен. Работает исправно, в том числе регулирует напряжение на выходе и питается от блока питания 12 вольт 3 ампера. Блок питания подключен к сети через выключатель на передней стенке. Так удобно и быстро отключать высокое напряжение. Чтобы было аккуратнее, скоммутировал все соединения проводов через коробку. Даже установил розетку. В нее включил вентилятор для воздуха, который будет нагнетаться в дымогенератор. При этом вентилятор имеет регулировку оборотов, а сам регулятор оборотов вынес на переднюю панель управления. От регулятора провод дальше уходит непосредственно на сам вентилятор, а на конце для удобства отключения стоит разъем. Посмотрим, что я вывел на переднюю панель. На передней панели управления расположен регулятор управления количества поступаемого воздуха в дымогенератор, терморегулятор для поддержания заданной температуры внутри камеры, выключатель высокого напряжения, выключатель нагрева и выключатель вентилятора. При этом нужно помнить, что включать нагрев без вентилятора крайне нежелательно, так как тен нагреется до красна и быстро перегорит. Ну и на всякий случай поставил на входе автомат. Посмотрим, что внутри. А внутри, кроме крюков, попробовал установить даже сетку для мелкой рыбы или мяса. Снизу обязательно поддон для сбора капающего жира. Поддон взял в виде подноса из нержавеющей стали.
Решетки вставляются в нужные по высоте прорези на алюминиевых уголках, а сами уголки вешаются туда же, где и крюки. Насколько удобна такая конструкция, посмотрим в деле. Из-за слишком малого расстояния между струнами и решеткой и в целом из-за металлической токопроводящей решетки использовать электростатику в данном случае не получится. Электростатическое копчение будет работать только при подвешивании продукта на крюки. Настала очередь главного элемента – дымогенератора. Для него уже подготовлено отверстие и установлен кронштейн для крепления. Трубка, подающая дым, слегка выступает внутри камеры. В целом, дымогенератор выполнен из нержавеющей стали и имеет камеру сгорания щепы или опилок, емкость для сбора конденсата и смолы в виде обычной стеклянной банки, а также дополнительный отсек для охлаждения и очистки дыма. Банка легко снимается и закручивается на свое место. Дымогенератор легко разбирается для очистки. Щепа в камеру сгорания засыпается сверху, подняв крышку. Через крышку также удобно контролировать, сколько щепы еще осталось. Камеру сгорания легко разобрать, сняв боковую стенку. В самом низу накапливается зола, которую легко убирать, вынув колосник. Там же поступает воздух через боковые отверстия. Чтобы щепа не проваливалась в банку, труба прикрывается небольшим уголком. По этой трубе дым поступает сначала в банку, затем в отсек для охлаждения. Там, хитрым образом, проходя через пластины, окончательно остывает и отдает конденсат. Через верхнюю трубу подается вентилятором воздух, и по принципу эжекции охлажденный дым принудительно вытягивается из дымогенератора, а к щепе попадает свежий воздух для горения. Пластины, кстати, тоже вынимаются и укладываются определенным образом. Все быстро собираем обратно. На крышках предусмотрены уплотнители, чтобы не было подсоса воздуха. Приятно посмотреть на еще не закоптившуюся нержавейку. Вентилятор собирается из электрической монтажной коробки быстросъемного соединения от поливочного шланга и вентилятора от ноутбука. Такая конструкция быстро устанавливается и подключается к уже заготовленному мной разъему. Внутри установил проволочные излучатели. Провода высокого напряжения в дополнительной изоляции из силикона проходят через крышу. Черный – это минус, подключен к зубчатой рейке, которая через перекладины соединяется с крюками и второй рейкой. Красный – это плюс, подключен к струнным излучателям. Сами излучатели легко вынимаются, если используется копчение без электростатики или для мойки. Обязательно обращаем внимание, что в конструкции коптильни не должно быть металлических острых краев и углов. Именно на острых концах больше всего происходит коронный разряд. Поэтому, по возможности, я сглаживал все острые неровности, а зубья в зубчатой рейке делал максимально плавными и неострыми. А вот излучатели, наоборот, делают максимально острыми или из тонкой проволоки. Генератор высокого напряжения настраивается следующим образом. Верхнее табло указывает время работы электростатики, а нижнее — паузу для заполнения камеры дымом. Прибор должен работать циклически. Время работы прибора около 10-15 секунд. Обычно этого времени достаточно, чтобы дым осел на продукте. Время паузы устанавливается равным времени полного заполнения камеры дымом. Остается замерить, за какое время камера полностью заполняется дымом, и он начнет выходить через дымоход. Это и будет время паузы. Не стоит настраивать слишком долгим время работы электростатики. Иначе поступающий дым будет оседать только поближе к выходу дымогенератора, куда успел зайти. И наоборот, при большой паузе часть дыма уже успеет выйти через дымоход, и мы его потеряем. Также не стоит устанавливать продолжительное время работы электростатики лишь потому, что прибор может попросту перегреться. После включения электростатики, перед тем, как поджигать щепу в дымогенераторе и подавать дым в коптильную камеру, каждый раз рекомендуется проверять фонариком наличие высокого напряжения и отсутствие утечек тока и короткого замыкания в камере. Фонарик — это легкая ватка, привязанная к нитке и помещенная между струнами и продуктом. Даже если фонарик скачет, он должен отклоняться или прилипать чаще и сильнее в сторону продукта.
следующем ролике на моем канале произведем запуск коптильни и попробуем покоптить во всех возможных режимах. Оставлю ссылку вверху. Не пропустите. Пока.